Николай Иванович, в момент вот этого всего, скажем так, назначения, продавливания, прожимания вот этого Верховной Рады, когда Хмару назначили как бы поперек мнению картонок, картонки покричали «Ганьба, ганьба» возле Верховной Рады, а, кажется, что сейчас должна открыться какая-то новая страница противостояния. А, Есть ли у вас, как у человека, пережившего, ну, мы все пережили, конечно, но имеется в виду в руководстве страны, Майдан, есть ли у вас какие-то, ну, хотя бы, не знаю, я понимаю смысл этого вопроса, сейчас, может, раскритикуют меня, но это очень важно. Есть ли у вас какие-то ощущения, что предпосылки вот чего-то большего, чем просто криков молодежи с картонками, сейчас все-таки возникают, и они есть. И Зеленскому действительно что-то угрожает со стороны улицы. Ведь призыв Федорова о том, что он же подхвачен. Вот, например, Федоров же говорит, выборы нужны, да? Кулеба повторяет, говорит, слушайте, выборы во время войны это плохо, это опасно, но без выборов еще опаснее, еще страшнее. Получается очень интересная штука. Не война толкает, ну, там, перспективы какого-то заключения мира, легитимности, чтобы там противник, имеется в виду российская сторона, там признавала, чтобы, в общем, ну, чтобы было с кем подписывать. Не обстоятельства войны толкает, а на выборы, на переизбрание, на какую-то там перепрошивку мандата, кредита доверия. А вот эта погрязшая в коррупции и вот этой грязи верхушка, угрожает ли Зеленскому улица сейчас, после того, как он продавил своих министров и, ну, в общем, прет на пролом, не оглядываясь на улицу? Ну, я думаю, что не угрожает, потому что все Майданы, через которые мы прошли, а у нас их было много. Вот я напомню так по памяти. Это, скажем, движение «Украина без Кучмы». Это большой Майдан 2000-2001 года. Это оранжевая революция. Это Майдан по свержению Верховной Рады 2006 года избрания. Так, это налоговый Майдан. Это, наконец, вот Майдан гидности, так называемый. Вот я могу и дальше перечислять, их было много. Все они организовывались извне страны. Вот абсолютно все. Выделялись средства большие, ставилась задача не просто свергнуть кого-то, а кого привести к власти. Эти кадры готовились. Вот Ющенко не появился с потолка. Так? Ющенко готовили. Начиная с 90 там какого-то 8-го года, когда он там женился на этой Кате Чумаченко, с которой его познакомили в самолете во время его поездки в Соединенные Штаты. А Катя тогда занимала определенную должность в Госдепе. Потом вдруг, так, по стечению обстоятельств, так сказать, создалась семья, развелся с прежней женой своей, и вот появилась у нас, скажем, супруга тогдашнего председателя Национального банка, ярая бандеровка, потому что выходец из семьи бандеровца. Ну, не буду там ее характеризовать. Во всяком случае, Ющенко стали готовить. Мне вспоминается, к 99-й год, выборы президента значит, страны, побеждает Леонид Данилович Кучма и, обращаю ваше внимание, отправляется в Вашингтон с первой своей поездкой. Зачем? Он приезжает оттуда с кандидатурой Ющенко. Кто же им подсказал эту кандидатуру? Он собрал тогда достаточно близких к нему людей и говорит, вот, смотрите, нам нужен реформатор. Вот мы потеряли 5 лет без реформ, хотя реформы проводились. Но, тем не менее, вот нам нужен Ющенко. Ющенко стал премьер-министром. Он сменил, в общем-то, на своем посту достаточно, так сказать, ну, я скажу, хорошего, доброго хозяйственника Валерия Павловича Пустовотенко. Человек, который абсолютно не был приспособлен к управлению не только правительством, а национальным банком. Он не мог им управлять. Но теперь он стал премьер-министром. И сразу же его стали готовить следующего президента. Год пробыв на посту, он был отправлен в отставку, стал популярным, опальным и так далее. И нам сразу бы стало ясно, что американцы лепят из него будущего президента.
Так и получилось. Через государственный переворот 2004 года Ющенко стал президентом. И вдруг у него образовалась команда. Вот откуда она взялась? Ее тоже готовили. Так что вот сегодня, давайте посмотрим на сегодняшнюю позицию. Хозяином Украины продолжают оставаться американцы. Просто при смене Байдена на Трампа, ну, Трамп, может быть, такие мелочи, как Украина, не особенно вникает. Вот. Но там есть кому вникать и в Госдепе, и в ЦРУ, поэтому американцы, может, немножко ослабили свое влияние на Украину. Ослабили совершенно очевидно, потому что Госдеп до сих пор посла не назначил. Вот уже 1,5 года, а в Украине же нет посла Соединенных Штатов Америки. А посол все эти годы исполнял обязанности генерал-губернатора Украины и определял все. Сейчас временная поверенная какая-то дама, она не пользуется, так сказать, входом в высшие, значит, коридоры власти в Вашингтоне, поэтому, в общем-то, так ослабили. Ну, англичане там подключились. Так вот, смотрите, принято ли решение, ну, в Вашингтоне или в Лондоне о замене Зеленского? Вот, на мой взгляд, не приняли. И Почему? поэтому почему-то тут целый ряд причин. Слушайте, а чем он их не устраивает? Не устраивает тем, что ворует. Так? Причем что ворует? Ворует деньги, так сказать, американские, английские в том числе. То есть бюджетные деньги. Вот это их американцы всегда бесит. Когда, так сказать, их марионетка ворует бюджетные там, деньги украинские, это им по барабану. То есть воруй на здоровье. И вот тут надо отдать должное Порошенко. Он очень был серьезным в этом отношении. То есть он абсолютно не лез тоже в все деньги, которые касались там, как говорится, хозяев. А этот перепутал берега. Поэтому вот и начали НАБУ. Что-то слышали при Байдене, что НАБУ там копает под кого-то? Наверное, не слышали. Я тоже не слышал. Ну, Вообще, Порошенко его создал, это НАБУ, в принципе. ну, не А, Порошенко создал. ну, Вот при нем смотрите. имеется в виду, да. Ну, при нем, да. А ведь комплектование осуществляло американское посольство. Абсолютно все. И ведь не случайно вот кто-то там говорит, что это американцы готовят кадровые там перемены, а кого не готовят? Ну, тех, кого знают, а кого не знают. НАБУ, САП, Высший антикоррупционный суд. Это кадры, которых они готовили, они, так сказать, себя проявили. А какая им разница, кто там будет премьер-министром, ну, что это будет какой-то детектив НАБУ. Ну и что? Вот сейчас работает никому неизвестный Корецкий. Ну и что? Работает. Так что вот я сейчас не вижу признаков того, что они решили поправить Зеленского, чтобы, так сказать, был поаккуратнее воровал. Они поправляют. А вот сейчас менять, ну, им надо присмотреться. Может, Федоров, но надо его узнать. В деле надо узнать. А потом будет процесс подготовки. Вот в этом плане им надо должное отдать. Они готовят системно. Вот смотрите, Ющенко ведь готовили 5 лет. С 99 года по 2004. Аккуратно готовили, создавали ему имидж. Ну, какой из него лидер нации? Вот Ющенко так кричали на Майдане. Ну, какой? Вот мы же сразу это поняли. И потом, значит, скажем, на выборах 2009 года, вы не помните, какой он процент набрал? А я помню. Где-то там 1,5% у него было. Вот и все от лидера нации за 5 лет. Поэтому я сейчас, откровенно говоря, не вижу, понимаете, поводов для тревоги для Зеленского. Теперь смотрите сегодняшнее голосование. Вот вы говорите, продавливают. Да ничего там продавливать не надо было. Там все дружно за Ахмару проголосовало 312 голосов. Это, напомню, конституционное большинство. Все абсолютно оппозиционеры, Порошенко, Тимошенко, там всякие Стовары и так далее, все проголосовали за этого Ахмара. Ну, там самой Слуге народа, там 3 человека вроде как против. А так в основном, или там, ну, Сибига. Сибига там поменьше собрал. Ну, кто такой Сибига? Словом, короче, никакого там бунта на корабле нет. Картонки, так сказать, может, и будут возникать время от времени. Но нет того размаха, который, как Виктория Нуланд сказала, что мы на развитие демократии в Украине выделили 5 миллиардов долларов. Ну, она же это публично сказала. Вот. И Ну, вот, сейчас-то кстати, дешевле, подождите. Ну, сейчас дешевле. ну, Это сейчас все будет дешевле, стоить. да. Но тут же, понимаете, когда вы говорите о том, что а что его менять, ну, просто ворует, ну, то есть, ворует и все. Так он проигрывает. Ну, давайте, Подожди,
Давайте объективно посмотрим на ситуацию. И я думаю, что выделяя деньги, поддерживая, собственно, Зеленского, поддерживая там бюджетные там траты и так далее, есть люди с холодными головами, которые могут это все подсчитать, которые вот не обращают внимания на вот эти все... Ну вот сегодня Путин говорит, да, неприятно, больно, ударили, ущерб, но типа не критический, не катастрофический. Имеется в виду Тивалберес, НПЗ, сегодня в Уфу прилетело. То есть, а что получает Украина взамен? Гетманцев выбегает, за голову хватается. Не сторонник, кстати, Федорова, да, говорит, слушайте, бизнес, который тут живет, ущерб колоссальный. Полки в АТБ некоторых, да, в Чернигове, например, там еще пустые, круп нет. Невозможно, ущерб колоссальный, эпицентры. То есть, если прикинуть и посчитать, то получается катастрофа. Защитить это невозможно. Плюс, что очень интересно, вот, не знаю, там, свежие кадры, это Одесса. Очередное судно горит после прилета, и экономист уже посчитал 500 миллиардов долларов ущерб, который Украине нанесла российская сторона. То есть ущерб колоссальный. На передовой тоже не особо ярко все, то, что мы наблюдаем. То есть нет каких-то прорывов, нет ничего. Наоборот, есть котлы, из которых пытаются вырваться в Волчанске, бывшие там Сырского штурмовики, сейчас переподчиненные Белецкому. То есть на фронте побед особо нет. Ущерб, этот же ущерб нужно как-то возмещать, это же тоже какие-то траты, это же еще дополнительные деньги. Я думаю, что на Западе могут взять в руки калькулятор, и вы говорите, поводов нет заменить Зеленского. Ну, что он выполняет главную задачу. Он продолжает абсолютно проигрышную войну. Вы думаете, что на Западе верят в победу Украины и знают, что вот там дадим то, дадим все, денег еще добавим, и что они выиграют? Ну, прекрасно знают, что эта война проигрышная, но им надо максимально затянуть ее. Потому что затягивание войны Украина их абсолютно не беспокоит. От нее останется, вот если затягивать войну, голое поле останется. Так? Но затягивание войны ведь разрушает Россию. Главного их противника, Россию, да, это все работает на минус. Продолжение затягивания конфликта работает на минус. И это их устраивает. Вот вы как не можете понять, да что там та Украина? Подумаешь, там, значит, какие-то там, значит, сельпо там или еще что-то. Ну и что? Это же касается не их, а Украины. А вот нанесение, так сказать, ущерба для России, вот что для них важно. Поэтому зря так рассуждаете. Еще раз подчеркиваю, с самого начала американцы прекрасно понимали, война для них проигрышная. И, разумеется, все это закончится поражением Украины. Ну, и они, конечно, постараются вытянуть на какие-то там позиции более или менее. Вот. Но она закончится проигрышем Украины. А вот какие, так сказать, будут последствия дальнейшие для их главного врага Китая и России, вот что интересует. Теперь вот по поводу ваших цифр. Да? Ну, я бы вам советовал, понимаете, не увлекаться цитированием каких-то цифр, взятых с потолка. Вот вы говорите «Экономист», ну, это солидный журнал, я много лет его знаю, читаю. Вот привел цифру. Я, правда, не видел эту цифру, но 500 миллиардов сразу заставляет меня, так сказать, усомниться. Ну, слушайте, ну, этого быть не может. Тот же Гетманцев, вот, например. Ну, я знаю, что он председатель бюджетного комитета, который я в свое время создавал в Верховной Раде. Очень важный комитет, ну, должен был бы следить за своими, так сказать, выступлениями, знать цифры, в общем, плавать в этих цифрах, как в воде. Хороший пловец. Но он тоже бросает их налево и направо. Вот он мне буквально сказал вот что вот ущерб, который нанесен нашему бизнесу, превышает размеры нашего ВВП, валового внутреннего продукта. Ну, вот что он сказал. Вот он сам понимает об этом. Что такое ВВП? Как он его оценивает? Я тоже не знаю точных оценок сейчас ВВП. Ну, трудно найти, потому что, скажем, если он имеет в виду 200 миллиардов долларов, которые обычно ставятся там Госстатом Украины, это такого быть не может. Потому что в наше время, да, вот мы имели ВВП в 2013 году где-то там ну, под 200, грубо говоря. Ну, ведь у нас же работал Донбасс, Украина была, так сказать, в мире, все работало, все производило.
А сейчас-то ведь, смотрите, от металлургии остались рожки до ножки. Просто рожки до ножки. Стоят ГОКи, стоят металлургические комбинаты, стоит машиностроение. Ну, аграрный комплекс не может вывозить свои, так сказать, свою продукцию. Хотя тоже есть вопросы к этому, да? И вот там он говорит, что ну какой ВВП? Если ВВП там порядка 40 миллиардов, там, например, сейчас, вот как я думаю, что, ну, может быть, в районе 40, может, наберется, да? Ну, 50, может быть. И то это много для вот нанесения таких ущербов. Просто много. Я знаю, что такое эпицентр, знаю, что такое все вот эти вот центры, которые назывались. Но я не вижу там таких сумм. Теперь, скажем, вот, для чего, может быть, говорится, такие огромные цифры называются? Может быть, для того, чтобы сказать, вот, представляете, а какая Россия агрессор наносит вот такой огромнейший ущерб. Ну, что такое 500 миллиардов, вот если еще раз к этой цифре вернуться? Ну, это 3 валовых внутренних продукта годовых Украины. Ну, можете себе представить? Откуда? За что? За 20 дней? Так, не будем на этой теме, значит, если кто-то интересует, а мы специальную, так сказать, встречу нашу с вами посвятить и все по полочкам разложить. Для меня, который в этих цифрах живет уже 30 лет или больше, ну, я чувствую, скажем, даже без особых расчетов, ложь, не знаю, для чего сделаны, то ли ради каких-то Ну, там... Гетманцев не лжет, Николай Иванович. Он говорит, что даже то, что нам дают, вот этого уже не хватит, уже все. То есть край. Денег брать Слушайте, неоткуда. вы говорите, значит, вот о чем мы с вами говорим. А финансирование дефицита бюджета, если Гетманцев имеет в виду вот это, да? Да, я согласен. 3/4 бюджета доходами покрывается за счет иностранных вливаний. И именно на это нацелены вот эти 90 миллиардов долларов, которые выделяет Европейский Союз на 2 года. Ну, делим на 2, 45. Вот 45, да плюс свои собственные, там где-то 20, 25. Вот мы получаем, значит, формирование украинского бюджета на год. То есть он закрывается. Что там Гетманцев рассказывает? Если 45 миллиардов придет, они уже частично пришли, кстати сказать, потому что выплачивают зарплату, выплачивают пенсии, выплачивают социальные пособия. То есть деньги-то приходят регулярно. Я, кстати, за этим тоже смотрю внимательно. Так что тут никаких я проблем не вижу. Теперь сказать пустых полок. Вот представьте себе, что Украина в этом году, ну, если им верить, но я верю в данном случае, потому что я представляю, что это реальная цифра, собрала 50 миллионов тонн зерна. Ну, я считал 40, ну, пусть представим себе, что 50 собрала. Население Украины 20 миллионов примерно, меньше даже. То есть это больше, чем 2 тонны зерна на человека. Вот представляете эту махину? А в нее включается все абсолютно. И продукты, и крупы, и чего там только не включается. То есть, если в какое-нибудь сельпо не завезли там, со склада там, уничтоженного там, какие-то продукты, товары, ну, значит, через какое-то время завезут, произведут, переработают. Но говорить о том, что там, значит, пустые полки, люди будут там бегать, подаяние просить, это пустые разговоры. Вот. Сельское хозяйство, значит, скажем, Украины, оно было отлажено в наши годы, замечу. Были созданы механизированные системы, высокотехнологичные. И мы впервые вышли на такие урожаи, как 60-65 миллионов тонн в год по зерновым. То есть они обеспечивают и кормовую базу, и экспортную базу, и питание. Чтобы вы представляли себе, сколько нужно продовольственной пшеницы. Вот нам нужно было продовольственной пшеницы в наши годы. Порядка 6 миллионов тонн. А мы производили больше 30. Продовольственное, я имею в виду, не фуражное. Считается по зерну все же. Вот. Поэтому что там ну, говорить? Ну, конечно, возникнут какие-то проблемы, связанные прежде всего с логистикой, подвозом. Теперь по поводу, вот, скажем, Одессы. Да, тоже достоверной информации абсолютно нет. В какой степени... Там же огромное количество причалов, огромное количество терминалов, огромное количество складских помещений. Все это было выстроено еще в советское время. Правда, мы модернизировали, занимались. Вот, все глубоководные порты и так далее. Просто так их разрушить. Это надо долбить, долбить и долбить. Поэтому ну, там, наверное, конечно, большие разрушения есть. Но если корабли продолжают идти, то никуда идут.
Вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите, сейчас поразили какой-то корабль. А что он перся туда, если там некуда приставать, негде разгружаться Нет, и вот так это далее? загадка, почему они все равно идут. Причем это Так это не загадка, это Нет, ну просто которую изменение неделю цикла. уже Россия бомбит, бьет дронами, то есть это Ну, ущерб. значит, идут, например, значит, 10, доходят 3, например, условно скажем. Ну, и же доходят. Поэтому пока еще, да, вот какая вот информация. По зерну, вот скажем так, возьмем август месяц, да, вот я читал недавно отчет, значит, киевского режима, там кто-то там из сельскохозяйственных аналитиков. Вот он пишет, вот мы за там 15 дней, там август или за сколько он там берет, прошлые 15 дней отгрузили 1,5 миллиона тонн, а вот сейчас всего 400 тысяч. Ну, 400 тысяч, это что, мало? Да, это мало, если сравнивать с прошлым там июлем, к примеру. Но это же не полная остановка. То есть какая-то отгрузка идет. Теперь произошло переключение логистики, так? Что-то ушло там на Дунай, потому что Дунай, может, в меньшей степени пострадал, хотя там тоже сложные проблемы. Что-то ушло там на, предположим, я имею в виду по доставке. А что-то ушло на Констанцу, с которой там хорошее достаточно транспортное сообщение. Так? То есть, есть там определенные проблемы, не хочу там, как говорится, что-то там приукрашивать. Но самое это главное, не надо, скажем, и поддаваться вот тем крикам, которые сейчас раздаются из Киева, что все пропало, там, давайте немедленно деньги, давайте немедленно ракеты, вот у нас вот там 500 миллиардов убытков, у нас все разрушено, у нас все стоит, у нас голод, у нас зима на носу, помогайте. Вот это клич они постоянно раздают, и никакой объективной информации, скажем, на Западе, на мой взгляд, нет. О чем бы они ни говорили. Говорят они там, положим, по энергетике, так? Ну, вот сравниваешь цифры, цифры не сходятся, врут, нахально врут причем. Почему они врут? Только ради одного – максимально вытянуть ресурсы из Запада. Максимально. Хотя сейчас у них все это получается все хуже и хуже, просто потому, что ресурсы на Западе все-таки источаются. Но знаете, хочу поднять какую еще одну тему. Мы с вами ее не касались, а время подходит у нас к завершению. Вот смотрите, недавно я посмотрел отчетности по Рейнметаллу. Да, что такое Рейнметалл? Ну, это очень крупный машиностроительный концерн Германии. Значит, он целую гамму продукции производит. И, значит, он выпускал военную продукцию в том числе. Но за последние 5 лет, с началом особенно СВО, его капитализация с 4 миллиардов выросла до 60 миллиардов. Ну, можете себе представить, вот любой бизнес, да, который бы за 4 года в 15 раз вырос. Вот что такое война на Украине. Успешная, неуспешная, какая им разница? Главное, чтобы у них покупали их вооружение. Главное, чтобы это вооружение уничтожалось в боях. Потому что если оно не будет уничтожаться, то скоро их покупать его не будут. Значит, они стараются, скажем, производить как можно больше вооружений с тем, чтобы оно уничтожалось все время беспрерывно. Все время беспрерывно им, так сказать, деньги лились, проливались как золотой дождь, а они все время богатели. Это только один конкретный пример конкретного военно-промышленного предприятия, работающего на войну. А таких примеров на Западе сейчас сотни, а может быть уже и тысячи. А Точно ж такие. почему Россия отказывается от заморозки? Вы же слышали, наверное, наверняка слышали, вот это типа предложение Киеву, Москве через турков или через кого-то еще 180 дней, причем заморозить все, и линию фронта, и воздушные удары. Ну, там, Сибига давно уже рассказывал о том, что давайте воздушное сделаем перемирие, аэропортное, а давайте Одессу, морское перемирие сделаем, а давайте вообще полностью перемирие сделаем. Почему тогда Россия не поддерживает эту историю? Ведь понятно, и Путин сказал, и Лавров сказал, и Ушаков сказал, все понятно. Но если все, как вы говорите, если как бы маховичок крутится, денежка мутится, если это все бесконечно, ну так а почему Россия? Россия не останавливается. В России, конечно, тоже есть оружейники, но там цены другие, будем откровенны. И система
управление ВПК, оно тоже по-другому выстроено. Даже с учетом там каких-то коммуникаций с китайскими товарищами, корейскими товарищами, иранскими товарищами. Я имею в виду оружейные, там, да, вот эти вещи, которые там покупаются и продаются. Но давайте честно, если вот Запад вот так раскочегарился, ну, надо как бы гасить эту всю, закрывать эту лавочку. Вот смотрите, опять вернемся к 22 году. 22 год, в общем-то, дал повод или там, скажем, ясно дал понять, какие цели стоят перед Россией. Россия не может допустить, чтобы огромная по территории страна, у нас совместная граница что-то там больше 2000 километров, если мне память не изменяет, которая по существу, скажем, тесно соприкасается с Россией и нет никаких естественных преград для военного конфликта. Вы смотрите, что произошло с Курской областью, например. Это маленький, очень маленький пример. Так вот, зачем на границах России иметь такое государство, которое нацелено против нее? И весь смысл существования такого государства – это один смысл. Это создать условия для разложения, распада, для ликвидации России. Ну, это же ясно абсолютно. Вот как говорил Бисмарк, да, в свое время, он вообще-то всем советовал никогда с Россией не воевать, он знал Россию, работал послом в свое время в России. Но вот когда он стал канцлером, он сказал, что вот ну, тогда главный гегемон была Великобритания, так не было же Америки тогда в качестве гегемона. Так он сказал, вот главная задача политики Великобритании – найти в Европе таких дураков, которые готовы воевать с Россией. Ну, слышали, вот это сказал Бисмарк 150 лет тому назад. Что изменилось-то? Ничего. Вот нашли такое дурное государство, сделали переворот. Но оно не было дурным, но стало дурным. Сделали переворот и нацелили на Россию. И вот ребята наши в окопах, в грязи в этой, таскают каштаны не для себя. Потому что они ничего не выиграют от этого, кроме могилы бесплатной. Так? Они таскают каштаны для Запада. Ну, в данном случае для военно-промышленного комплекса Запада. Существует версия, что к 27 году европейские там, НАТО или так далее, европейские страны готовы напасть на Россию. Это серьезная угроза. Связана она, прежде всего, с милитаризацией экономики, связана с огромными военными затратами на это дело. Но я все-таки думаю, что главная цель – не самим нападать на Россию, а максимально продолжать вот этот военный конфликт. Максимально. Там перейти там, к более высоким военным технологиям, там, насытить киевский режим, если он сохранится к тому времени. Тут еще надо подумать, сохранится он или нет. Но, тем не менее, насытить его всем, чем необходимо. Там, с искусственным интеллектом, там, что только не напридумывают. Вот такая вот большому задачу, к большому, так сказать, сожалению, вот такая-то задача, что страна, в которой я многие силы отдал и годы жизни, ее развитие превратилось в разменную монету. Почему это не понимают украинцы? Вот у меня, если честно, я понять этого не могу. Это что лежит вот на ладонях? Может быть, потому что мало подготовлено, мало образовано, там, ну, и пропаганда работает. Но есть абсолютно очевидные вещи, которые сейчас просто нельзя игнорировать. И поэтому вот вы говорите, почему там Россия не соглашается заморозить? Ну, заморозит на год, на два. А дальше что? А дальше через 2 года, когда они действительно выйдут на какие-то там высоты, бог их знает, к чему они там выйдут, снова начнется отвоевывание Донбасса, Крыма и так далее, и так далее. Вот чего опасается Россия. Ей нужен железный мир. Чтобы получить железный мир, на границах у нее не должно быть враждебного государства с враждебной идеологией. Она же выстраивается, этой идеологией, всяких там Коновальцев, Мельников, поднимают на щит, Бандер. Кто это? Это же враги России. Кто такой Мельник? Воевал с Россией. Ну, тогда Ну ладно, Мельник, я вообще вот Коновалец, конечно, для меня, я вот поражаюсь уже всю неделю. Вот вчера закопал его Зеленский. Коновалец там. Ну, кто это? Это все люди, которые настроены, господи, не хочу даже о них говорить. Если интересно, я много о них знаю, еще потому что читал всякие материалы наши, собственные, украинские.
У нас, кстати, существовал, ну, Ющенко создал это Институт национальной памяти. И возглавлял его, хотя я, когда стал премьером, хотел его ликвидировать, но потом встретился с директором, и директор оказался очень порядочным историком, и мне сказал, что, Николай Иванович, у нас как раз есть возможность, в общем-то, выдать целый ряд трудов института, в которых показать, как создавалась Центральная Рада, из кого она состояла, что какие решения она принимала, кому продавалась, и как вся вот эта история проходила, которая сейчас на щит в музеях, в учебниках истории раскладывают. Мне дали посмотреть учебник истории 7 класса для украинских школьников. Знаете, что там написано? Что татаро-монгольское нашествие – это было освобождение Украины от гнета москалей. Ну, елки-палки, ну, извините. Я просто одурел от этой фразы, понимаете? А какие москали? Ну, какие москали? Тогда Москва была маленькой деревушкой. Так, какие москали? Вообще в природе не было. Какая Украина? Татаро-монгольские захватчики захватили Киев как стольную столицу государства русского. Другого государства не было. И уничтожили полностью. Просто полностью. Я дружу с Петром Толочко. Это, ну, известнейший наш историк. Вот. Ну, я его очень уважал. Принципиальный человек. Мы с ним много встречались, беседовали. И он рассказывал, он приводил письмо папского нунция, который следовал по этой дороге в Орду из Рима, да, проезжал мимо Киева, которого не существовало в тот момент. Он ехал через 7 лет после захвата Киева татарами. Через 7 лет. Так вот, проезжать было невозможно, поскольку незахороненные тела, там, ну, тысячи людей были убиты, зарезаны, брошены, никто их там не хоронил. И вот они продолжали там собаки обгладывать там, и так далее, и так далее. Почти лет 15 или 20 там никто не селился на этом месте. И вот эти вот идиоты пишут, что вот, значит, это было освобождение. От кого освобождение? Что за освобождение? Почему такая чушь может вбиваться в сознание наших школьников? Так вот, возвращаюсь я все-таки вот к той теме, которую мы с вами начали. Поэтому что такое мир? И я вот прекрасно понимаю, что нужен мир, он прежде всего для самой Украины нужен. Без Бандер, без Шухевичей, без там Коновальца, без этих Зеленских, без всяких там. Там нужны созидатели Украины. Созидатели, строители ее, Вы знаете, восстановители. смотрите, я вот завершить нашу основную часть хочу, потом сейчас перейдем к вопросам зрителей. Другой истории. Ну вот вы видите, строители, там еще есть такое тоже классическое выражение, тоже всем нравится. Дети наше будущее, знаете. Ну вот, пожалуйста, вчерашняя история. Одесса, пацаны бросают камнями по бусу, и, в общем-то, военком хватает пацаненка 13 лет, начинает его, ну, тот ему как может противостоит, кричит там «отпусти меня». Ну, в общем, такой борзый, ну, как бы нормально, праведно. Он ему там и показывает во время его, так он за лицо его хватал. Сейчас снимают, а потом тебе будет та-та. Ночью прям сразу полиция пишет, что мы взяли в разработку это дело. Все, сейчас все будет. И там до 5 лет ему грозит этому ТЦКшнику одесскому эта история. Ну и утром появляется фотография, где он, вот это, складывая ручки вот так вот, просит прощения у этого 13-летнего мальчика. Но вы знаете, все бы ничего, но сегодня еще одна была гражданка со сложенными ручками в Карпивницком. Женщина на колени падала и умоляла не забирать ее мужа в Карпивницком в БУС. Ну, забрали. Понимаете, я не хочу тут как бы наворачивать эту всю историю. Мне тоже там бабушка рассказывала, как они вот это вот в лихолетие войны, да, там, кто там из рода переживал оккупацию, там, где, как там, кого чего забирали, вот это все. Слушайте, ну так это один в один картинка. Один в один. А вы говорите будущее поколение. Оно, во-первых, не родится,
потому что женщине на коленах ползают мужиков не забирать, кричат, умоляют ТЦКшников. А во-вторых, вот эти пацаны 13-летние, ему через 5 лет уже 18. Да, он уже как бы полноценный гражданин. Вот, он же, по идее, должен нам что-то строить, как бы восстанавливать или там великую Украину, фундамент закладывать. А его он ТЦКшник потягал. И потому что это есть мобильные телефоны и сняли, и по всем все обалдели от этого, там потом перед ним извинялся. Мне кажется, что вот эта история, это будет очень серьезный рубец. Это прям историческая рана на теле истории Украины, вот это ТЦК. А с ними никто ничего не делает. Почему? Да, ну понятно, почему. Я хочу сказать, я видел этот эпизод, это видео видел. Меня больше всего удивило вот что здоровенный, так сказать, мужик издевается над пацаном, который ниже его на, может быть, голову или больше. Ни один взрослый человек даже не подошел и не сказал этому ТЦКшнику, что ж ты, сволочь, делаешь. Вот что меня поразило. Мне рассказал, встречался с жителями, значит, оккупированного в свое время хунтой Мариуполя. И вот это она мне рассказывала, как они 20 дней сидели в подвале, значит, и, так сказать, солдаты киевского режима не выпускали их даже за водой. И вот рассказала, что если когда-то было понимание единства, да, ну, один же народ якобы, да, ну, что можно говорить о том, что не давали ни продуктов, ничего, ни питания, ничего, даже воды не давали. 20 дней держали 15 человек там в подвале. И мне вспомнился рассказ моей бабушки, которая при оккупации Калуги, освобождали Калугу от фашистов в 1941 году, декабрь, как раз под Новый год. И вот наступление чуть задержалось, и они 10 дней сидели в подвале жилого дома, их немцы туда загнали. Потому что на первом этаже были пулеметные гнезда там и так далее. Так вот, они открывали очереди и убивали тех людей, которые за снегом пытались выползти из подвала, чтобы снег спустить в подвал, значит, вот этим людям с детьми там, малолетними и так далее. Кстати, бабушке прострелили живот. Слава богу, не такое сквозное ранение не смертельное. Так вот, я сравниваю. Ну, а чем отличается поведение вот этих, там же в Мариуполе стояли азовцы, чем же, так сказать, отличается поведение вот этих нацистов Азова в Мариуполе, в подвале, по отношению к нашим людям, к отношениям немцев к чужим людям абсолютно? Да ничем. Поэтому нацизм – это страшное дело. Вот мы там говорим искусственный интеллект, а искусственную душу вы еще не создали, ребята? Вот подумать о том, что надо же о душе как-то подумать, да? Или не надо? Вот какие душевные качества должны быть, особенно при определении, готовы, способен ли этот человек работать на государственной должности или не способен. Есть у него хоть элементарное сочувствие к людям, доброта, честность, порядочность, ну и так далее. Есть ли хоть какие душевные качества руководить людьми? Кстати, в советское время занимались этими вопросами. Там старались вот этих будущих возможных садистов убирать, конечно, от власти. Ну ладно, приехали мы, наверное, по времени. Да, друзья, мы как бы подводим итоги нашего сегодняшнего эфира. И вопросы вашего, и переходим к вашим вопросам. Что в большей мере убивает государство Украина сейчас? Как вы проголосовали? 7% считают, что удары России и война, ну, в физическом смысле этого слова, война, да, как боевые действия. 17% соросята и агенты влияния западных стран. 29% коррупция ОПГ 95-й квартал. Ну и 47%, так что мертво умереть не может. Вот так вот цитата из фильма ответили. Что скажете, Николай Яныч? Ну, что я могу сказать? Вывод, в общем-то, справедливый, печальный. Мне сразу вспомнилось, знаете, что после обретения независимости, ну, разные у нас премьеры были, а вот Запад нам все время, так сказать, впихивал мысль в сознание, что у вас очень неэффективная экономика, промышленность неэффективная, и она вся должна отмереть. Вот просто пришла на ум сразу эта мысль. И Лазаренко, будучи премьером, проводя совещание, все время там шумел.
Все, что не жизнеспособно, должно отмереть, отмереть, отмереть. И мы потеряли 65% валового внутреннего продукта. И отмирали как раз не то, что должно было отмереть, а отмирали как раз самые работоспособные отрасли, нацеленные на социальное развитие. Потому что цель нарождавшегося капитализма и цель советской экономики были разные абсолютно. У одной цели – это наживы и прибыль, у другой цель – это реализация социальных потребностей своего населения. Ну, вот это же потом только осозналось, а тогда вот все должно было отмереть. Мгм. Все не должно отмирать, потому что люди, в общем-то, должны иметь возможность жить по-человечески. Вот это самое главное, что должно быть у будущего руководства Украины. Да, значит, поехали вопросы. Начнем с сообщества YouTube, поэтому пишите в чат уже вопросы, да, и, в общем, режим Блиц. Никита задает вопрос. Зеленский молодец, его жизнь и судьба в руках украинского народа. Народ сам решит, руководить ему или нет. А вот нам, россиянам, еще предстоит ставить свою власть в колено-локтевую позу, чтобы наша власть начала слушать свой народ. А то ведь старая у нас власть стала, слов не слышит, может, взрывы гранат и свист пуль она расслышит. Вот такой вопрос оставляет вам Никита. Как вы отреагируете? А пусть Никита, я не знаю, кто такой Никита, я думаю, что это вопрос подготовлен у Цепцов каком-нибудь. Мгм. Скажем, то, что происходит, да, это все-таки говорит о том, что российская власть думает о будущем своей страны, думает о своем народе. Да, не все получается, я это прекрасно вижу, есть проблемы, но вот сказать так, что эту власть можно сопоставлять с каким-то Зеленским. Кстати, мне один вот такой типа Никиты прислал комментарий. Вот что вы там нападаете на нашего президента, там наш президент, он врятував країну. Если б не він, то країна загибла. А він рятував. Я вот этого дурака, не знаю, цепсу это может быть, просто я к машине обращаюсь. Но если это живой человек, то он дурак. Если человек, который положил в землю 2,5 миллиона мужчин, врятувал страну, если человек, который разрушил все, что только можно разрушить, и оставит после себя руины, врятувал страну, то как вообще оценивать деятельность руководителя? Ну как? Чем больше ты разрушишь, тем, значит, ты самый полезный человек для страны. Это какой-то вот, понимаете, фантасмагория какая-то. Следующий вопрос. Глубоко уважаемый Николай Янович, огромная просьба. Вернувшись во власть, верните смертную казнь, желательно публичную и военно-полевые суды. Успехов вам и здоровья. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Ни в какую власть я не собираюсь возвращаться, просто потому, что уже мои годы ушли. И если бы мне такая возможность представилась, скажем, лет 15 тому назад, да, и были силы, были, так сказать, планы, были там всякие намерения, но уже время ушло. Время других людей, которым я могу, если это необходимо, будет подсказать, что надо делать, как надо делать. Вот тут, наверное, мои знания и опыт будут полезны. А с точки зрения руководителя, да, надо искать других людей. И они есть в стране. Обязательно есть. К смертной казни как относитесь? В данной ситуации, когда, скажем, общество должно, скажем, получить возможность через судебную систему, ну, правильную судебную систему, справедливую систему, судебную систему, убрать все то гнилое, что сейчас вот просто вылезло наружу. Вы знаете, что вот определенный процент людей все-таки есть в любом обществе. Садисты, негодяи. Ну вот рождаются они такими, Бог его знает. Или воспитываются они такими, но они есть. И вот в нормальном обществе, где нормальная правоохранительная система, справедливое правосудие, общество их изолирует разными путями. И смертной казнью, и там пожизненным заключением, но изолирует. Не дает возможности проявляться вот этим низменным инстинктом. Сейчас же в Украине, напротив, вот дана свобода полная всем тем негодяям, какому-то, может, даже небольшому проценту, которые подмяли под себя всю страну, весь народ. Ну, такого же не должно быть.
Поэтому, ну, что я могу сказать по поводу, как я положительно или отрицательно отношусь? Все зависит от того, каким образом будет проходить переходной период в Украине. Он будет очень трудным, тяжелым. Почему вот я какие-то временные рамки для себя вижу. Я вот так рассуждаю и думаю, что ну, еще года два, наверное, полтора будет тянуться вот эта вся история, да, а потом обязательно должен наступить переходной период с определенной администрацией, так. Подождите, вы тоже думаете, что еще 1,5-2 года повоюют? Но я не вижу пока никаких вот, скажем, возможностей, чтобы или предложений разумных. Ну, не вижу их. Вот. Ну, что я буду рассказывать людям? Я всегда старался говорить то, что я думаю, то, что считаю правдивым. Не вижу никаких предпосылок сейчас для заключения мира. Если бы, например, к Украине сейчас каким-то чудесным образом сменилась бы власть и перешла просто разумная власть, ну просто разумная, ответственная перед народом власть, то она вот те аргументы, которые я высказываю, она поняла, что сейчас надо останавливаться. И останавливаться надо на таких условиях, чтобы создать абсолютно безопасную ситуацию в будущем на десятки лет. И тут можно было бы найти понимание с Россией. Можно было бы найти какие-то определенные компромиссы и так далее. Но я не вижу пока вот возможности заменить вот эту абсолютно марионеточную власть. И вижу, что американцы и англичане будут держать эту власть до последнего. Петр спрашивает, новые пленки Миндича, это что получается? Уже каждый приближенный записывает каждого приближенного? Знак вопроса. Слушайте, все друг друга пишут. Ну, что удивляетесь? Ну, гнилая обстановка абсолютно в стране. Гнилая. Я же не случайно сказал, что вот про какие-то душевные качества надо знать. Но если подлецы вокруг, все абсолютно готовы продать друг друга, предать, за деньги что угодно сделать. Если вопрос убийства людей не является табу, не является красной линией, надо кого-то грохнуть, грохнут. Ну, что это за власть? Скажите, пожалуйста. А вы удивляетесь, кто-то что-то пишет. Нет, ну понимаете, ну если там это, конечно, очень косвенно проистекает из опубликованных сегодня пленок Форест Гамп, да, где похоже, что Микитась подживал с этой мудрой и записывал ее. Ну, то есть так, видно так, понимаете, то есть, ну, это может... Ну, подождите, когда ты уже там с женщиной, и ты ее пишешь, ну, это уже как бы добрый вечер, понимаете. Это просто какой-то... И вроде мы говорим же о там высоких людях, элите, там, богатых, таких властных, таких вот уважаемых, на самой верхушке этой пирамиде. Василий из Одессы к вам обращается. Уважаемый Николай Янович, считаю вас самым порядочным и эффективным политиком-экономистом Украины, но задам неудобный вопрос. Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое, 2014 год, когда вы и президент Янукович своими нерешительными действиями позволили Майданному сброду и их предводителям стать катализатором к началу развала государства украинского, к гибели, страданиям миллионов граждан, как бы вы воспользовались этим вторым шансом? По скриптум, я тоже имею в виду вашу неоднозначную позицию касательно подписания договора об ассоциации с Евросоюзом. Это и явилось поводом к последующим безобразиям. То подпишем, то не подпишем. Такое ощущение, что сами провоцировали радикалов к беспорядкам. Спасибо вам за ответ, мира и добра. Ну, вы задали, вот этот товарищ задал сложный вопрос для ответа. Ну, во-первых, давайте разделим. Позиция премьер-министра исключала вмешательство премьер-министра в работу службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, ну и других специальных сил. Исключала. Все это бы находилось под президентом. И, к большому сожалению, я уже высказывал ему самому об этом, за все это время, 3 месяца с половиной, пока вот, так сказать, готовился переворот, не было ни одного заседания Совета национальной безопасности и обороны, где бы мы смогли обсудить, каким образом выходить из этого кризиса. Это первое. Я был сторонником решительных действий и исполнения закона о милиции тогда, на тот момент, который грубо нарушался на Майдане. То есть избивались милиционеры, избивалось охранение, обливалось бензином и так далее. Никто за это не понес никакой ответственности. Были аресты
после вмешательства посольств американских, после звонков там Байдена всяких, эти люди выпускались. То есть с самого начала позиция, скажем, власти была на уступки. И это дало повод американцам осуществить государственный переворот. Если бы сразу была жесткая позиция, то американцы начали вести переговоры. Потому что в декабре, например, Виктория Нуланд провела встречу со мной, 2 встречи были, на которых она меня убеждала, что вот вы у нас не вызываете никаких вопросов, хотя я знал по агентурным данным, что здесь стоит вопрос самый главный – убрать Азарова из поста премьера. Ну ладно, я делал вид, что я, так сказать, доверяю ей информации, хотя она для меня ничего не стоила. Но тем не менее, но я говорю вот что. Уважаемая Виктория, у нас, пока я работаю премьер-министром, никакой Яценюк не будет работать моим заместителем. Потому что Яценюк не годится по своим профессиональным качествам занимать пост вице-премьера. Никакой Клычко не будет вице-премьером по социальным вопросам, поскольку он абсолютно не годится для занятия государственной должности. Вот моя позиция. Но тогда они еще были склонны к введению каких-то условий, там, ведению переговоров. После того, как президент отправил меня в отставку 28 января, а заявил он об этом 25 января, ну там суббота-воскресенье просто накладка произошла, вот, американцы поняли, что надо идти на переворот и убирать самого Януковича. Дожимать, да. Все, они почувствовали, что он сдался. Раз он сдал премьер-министра, он сдаст все. Вот какая была ситуация. Вот он спрашивает у меня, как бы я себя вел. Ну, если бы я был первое лицо, я вел бы себя так, как говорю. То есть я заставил бы уважать закон. Меня вообще удивляло, почему на этот Майдан так привозят, например, дрова. Для чего? Скажите, пожалуйста. Для чего на Майдане должны люди жить? Майдан служит для протестов. Ну, пожалуйста, выйди в определенное время с картонками, без картонок. Вырази свой протест. Но там же превратилось в штаб переворота. Более того, готовили зажигать бутылки с зажигательной смесью, готовили взрывчатые вещества, готовили провокацию, убийство Жизневского, Негоянца и так далее. Готовили расстрелы на Майдане. То есть надо было это гнездо уничтожать. Вот и все. Теперь по поводу туда-сюда по соглашению об ассоциации. Задача какая была правительства? Подготовить соглашение, выгодное для Украины, украинского народа. Не отвергнуть его, а подготовить выгодное соглашение. Когда у нас создавалось представление, что компромисс возможен, тогда мы говорили, что вот мы готовим. Для нас необходимое, нужное, выгодное соглашение об ассоциации, которое дает нам, открывает рынок Европейского Союза, открывает приток инвестиций из Европейского Союза, например, так далее, так далее, так далее. Цели-то были, в общем-то, абсолютно понятны для страны, нуждающейся в технологическом развитии. Но когда мы к лету 2013 года абсолютно четко и ясно поняли, никаких инвестиций не будет, никакого открытия рынка не будет, потому что сохранялось положение о европейских стандартах и нормах регулирования для наших товаров. А у нас ни одно предприятие не изготавливало наши товары по европейским нормам и стандартам. Ни одно. Ну, что это означало? Это означало, что рынок для нас закрыт. А даже та аграрная продукция, которая где-то что-то там приближалась и так далее, была ограничена квотами. Тогда мы заявили, к нам приехал европейский комиссар по вопросам торговли де Гухт, который на все наши предложения о поставках наших товаров отвечал no. Я говорю, Гухт, зачем ты приехал? Ты ставишь крест на этом соглашении, оно нам невыгодно. То есть мы свой рынок должны открывать, чтобы вы всякий ширпотреб до нас завозили, завалили, закрыли наши промышленные предприятия. А вы свой рынок закрываете для нас. А где обещанные кредиты? Нет у нас кредитов. Ну все, тогда, значит, мы будем думать до тех пор и не будем подписывать соглашение, пока вы не пересмотрите, не сделаете его для нас выгодно. Вот прошло 12 лет. Разумеется, ни Порошенко, ни Яценюк, которые подписали это соглашение, не думали о том, что я сейчас говорю. Им это было по барабану, как и вся Украина по барабану.
Они подписали ту бумагу, которую им дали, они подписали что угодно подписали. Как Свириденко подписал соглашение, например, о минеральных ресурсах Украины и использовании инфраструктуры. Вы читали это соглашение? Никто не читал. Это колониальное рабство для Украины. Вот что это за соглашение. Ну, подписали. А Верховная Рада ратифицировала. Так вот, мы что сделали? Мы сказали Европейскому Союзу: ребята, не пойдет. В таком виде мы его не подпишем. Но мы от него не отказываемся. Мы готовы дальше работать. Вы говорите, что это послужило причиной. Да никакой причины. Там никто его не читал. Ни Яценюки, ни Порошенко, ни тем более народ, который прыгал на Майдане с кастрюлями на голове. Они что, читали? Я пытался рассказывать. Меня кто-то слушал, никто не слушал. Ну вот 12 лет прошло уже. С чем нам это соглашение помогло? Без виз? Так мы без виз готовили без этого соглашения. Потому что мы подготовили соглашение об реадмиссии. Там было условие, что такое реадмиссия? Это выдворение незаконных мигрантов, проникших из Украины в страны ЕС. То есть мы выполнили все условия по безвизу и без этого соглашения. И оно было введено, этот безвиз. Хотя он нам не очень тоже нас устраивал. Потому что он означал? Свободный выезд со страны. Все, кто захотел уехать, значит, уезжали. А нам люди нужны были в стране. Ну ладно, не буду, это уже надолго ушли от темы. Я не знаю, ответили ли на вопрос, но я вот этот ответ давал 1000 раз. То ли меня не слушают, то ли мои там, то, что я говорю, не доходит до людей. Мне постоянно задают один вопрос: вот ты топил за ЕС. Угу. Я не топил за ЕС, а я топил за технологическое развитие Украины. Вот сейчас бы, через сколько лет прошло, я бы уже не топил так, потому что появился Китай, появился источник новых технологий, он уже давным-давно обошел Европейский Союз. Уже надо было соглашение подписывать об ассоциации не с Европейским Союзом, а с Китаем, например. Вот. То есть ситуация же меняется. Так и наша ситуация исходила прежде всего из национальных интересов Украины, а не из-за того, что мне куда-то хотелось ехать или не ехать. Так. Да, значит, вот такой еще вопрос для вас. Денис задает. Добрый вечер, Николай Янович. Люди в украинских тюрьмах, священники, депутаты, журналисты, обычные невиновные граждане, когда они смогут выйти на свободу? И что вообще думают об этом в Соединенных Штатах Америки, как вы думаете? Ну вот я уже тоже рассказывал, но расскажу специально для вас. Может быть, кто-то прочитает. В июне, нет, не в июне, в мае прошлого года инициативная группа подготовила такой очень серьезный список политических заключенных Украины, по которым у нас были абсолютно точные данные о предъявленных обвинениях, о ходе следствия, так, о процессуальном ходе, так сказать, всех, так сказать, вот этих вот мытарств наших ребят, которые сидели в тюрьмах. Мы подготовили письма и обращения. Ну, прежде всего, в правоохранительные органы мировые. Прежде всего. Президенту Трампу, только ставшему президентом, так, всем руководителям, ну, более-менее крупных государств. И по электронной почте с, так сказать, указанием всех адресов, наших координат отправили. Что вы думали? Ни один из адресатов не ответил нам. Ни один. Мы отправили в редакции всех газет и журналов. Через 3 или 4 месяца мы все это восстановили, повторили, снова отправили. Я на каждой своей встрече с иностранными журналистами, вот буквально 2 или 3 дня назад я встречался с бывшим судьей Соединенных Штатов Наполитано. Мы с ним беседовали как раз о системе правосудия на Украине. И я ему, так же, как и другим, поставил вопрос. Вот как вы думаете, арестован человек, например, да, за его политические взгляды, 3,5 года сидит в тюрьме, суда нет. Почему нет? Потому что даже кривосудие киевского режима не может вынести приговор по абсолютно липовому обвинению. То есть недостаточно просто что-то сказать, ведь, да? Нужно же показать, что за этими словами последовали какие-то действия, какой-то умысел. Умысел следователи найти не могут. Действий никаких не было. Как можно судить такого человека? Ну, и выпускать не хочется. Вот я говорю: господин Наполитано, как вот ваше... Он говорит: да это у нас невозможно.
У нас такое невозможно, чтобы 3,5 года человек сидел в тюрьме и, так сказать, не было судебного заседания. А где же, говорю, адвокаты? А говорю, вот так вот ситуация очень простая. Ему назначены государственные адвокаты. Государственные адвокаты вот спокойно приходят на заседания какие-то, участвуют, но они не вызывают никаких протестов, не выдвигают. Ну и так далее. То есть вопрос политических заключенных – это вопрос будущего Украины. Вот когда я говорю о переменах в Украине, на кого я возлагаю надежду? Вот на тех людей, которые в условиях вот этого фашистского нацистского режима имели мужество заявить о своей позиции. Значит, на них можно положиться в процессе освобождения Украины вот этого кошмара, коричневого кошмара. Поэтому вот этих людей это надо беречь как зеницу ока. Это будущие управленцы Украины, будущая основа кадровой Украины. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашем эфире. Ну, так, не знаю, это такой эпизод, да, это штрих к тому портрету, что вы описали. Сегодня обмен состоялся 103 на 103. Россиян там 30 раненых было. Солдаты Украины тоже вернулись домой. Зеленский делился фотографиями. Но меня вот умилила вот эта фотка. То есть Лантратова, да, и Лубенец. Лубенец и улыбнулся, и ручку пожал, и на русский язык перешел. И, ну, как-то, знаете, так это все выглядит очень, очень и очень чинно. Ну, это правильно. Ну, правильно на самом деле. То есть давайте будем откровенны. Это правильно. Но вот даже вот такие элементарные там жесты, элементарные там письма друг другу родственников передали, с одной стороны на другую. В Беларуси была встреча. Но тоже выглядит как-то уже дико. А все почему? Это что сколько пропитано все вот этой ненавистнической пропагандой и вот этим всем ужасом. И никто здраво не смотрит на вещи. Понимаете? Вот от этого обидно. Да, ну Антратова, замечу, красивая женщина, бывшая, по-моему, олимпийская чемпионка, я точно не знаю, но очень обаятельная женщина. Я ее знаю, знаком с ней. И молодец Лубенец, который вот как-то так, ну, свойственно относительно порядочному человеку, я не буду утверждать, какой. Вот. Но поступил так, как поступил бы любой мужчина на его месте. Ой, да там у них вообще, они как встречаются, то какие-то СБУшники обнимаются с гуровцами, то еще что-то, понимаете, происходит. Поэтому, может, как бы надежда есть, что все-таки люди-то окажутся на свободе, особенно те, которые незаконно и несправедливо получили вот эти сроки по политическим причинам. Николай Азаров был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Всего вам доброго, до свидания. Друзья, берегите себя, добра и света.